ты что творишь-то, а? Гайдаевские фильмы с участием непутевого студента Шурика и троицы жуликов Труса, Балбеса и Бывалого заслуженно считаются классикой советской комедии и по сей день выдерживают проверку временем. Я пересматривал «Операцию И», «Кавказскую пленницу» и «Ивана Васильевича» десятки раз, и это кино до сих пор не надоедает. Более того, с каждым новым просмотром для меня всякий раз открывались ранее незамеченные детали, раскрывающие знакомое кино с неожиданной стороны. В качестве наглядного примера известный момент с фразой про библиотеку. Вы должны были в виде прохожего подойти к старухе и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. А вы что спросили? Как пройти в библиотеку? В 3 часа ночи. Идиот. Эта широко известная цитата, давно ушедшая в народ, кажется забавной из-за абсурдности вопроса. Но если отмотать фильм на одну новеллу ранее, нажать на паузу на моменте, где Шурик выходит из библиотеки, и обратить внимание на вывеску с режимом работы, то библиотека открывается как раз ровно в 3 часа ночи. О, какой поворот! Любопытно, но больше всего меня в кино про Шурика интересовали не часы работы библиотеки, а нечто более глобальное. Существует ли между всеми фильмами с его участием логическая и сюжетная связь? Первый фильм с Шуриком, «Операция И», набор из 3 мини-историй про студента политехнического института, который усмиряет великовозрастного хулигана на стройке, сдает экзамены, влюбляется в девушку Лиду и рушит криминальные планы Труса, Балбеса и Бывалого. Трио антигероев перекочевало в операцию в свою очередь из кинофельетонов «Пес, Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики», где занимались браконьерством и незаконно варили самогончик. Эдакий Breaking Bad советский. Вообще забавно, что все эти фильмы можно перемонтировать практически под что угодно, как я уже делал в 50 оттенками серого, но идеальнее всего они почему-то подходят под сериалы про запрещенные вещества, типа «Нового снегопада». Яркая и брутальная криминальная драма про Южный Централ 80-х, барык и белый порошок. Откуда у тебя столько кокса? Ты на мели. Я пытался играть по правилам, но понял, что эта игра не создана для нас. Эта игра не стоит проблем, которые с ней придут. Я решил переписать правила. Это и правда может сработать. Как сильно директор хочет проспонсировать эту войну? 300. Я солдат, а не наркодилер. Это не каждому по плечу. Каждому. К слову, «Снегопад» — это главная премьера осени в кинотеатре showjet.ru. Посмотреть можно сразу 2 сезона. Про него я вам уже рассказывал. Это легальный сервис с кучей крутых сериалов, возможностью выбора аудиодорожки и, главное, весь контент в свободном доступе. Смотреть можно в любом месте с помощью удобных приложений. Ссылки в описании. Второй фильм «Кавказская пленница» уже полноценная кинолента о путешествии Шурика в горы, о его этнографической экспедиции с целью изучения кавказского фольклора, мифов и легенд. Но в основном, конечно, тостов. В этот раз герой влюбляется в девушку по имени Нина и спасает ее от похищения уже знакомой зрителю троицы. Ну и третий фильм «Иван Васильевич меняет профессию». В нем герой повзрослел, перестал красить волосы в белый и вообще, это теперь не просто студент Шурика, а инженер-изобретатель Александр Тимофеев, проектирующий у себя в квартире машину времени. В очередной раз у него новая любовь, уже полноценная супруга, киноактриса Зина, сыгранная Натальей Селезневой, исполнявшая роль Лиды в первом фильме. Наверное, стоит также упомянуть успешный запуск машины времени, перемещение в 16 век и встречу с Иваном Грозным, но по сюжету фильма это был всего лишь сон Шурика, так что не будем вдаваться в подробности. С другой стороны, Иван Васильевич снят по мотивам пьесы Булгакова, где происходящее не было сном героя. У Булгакова и героя звали иначе, вместо Шурика был Николай, и действие происходило в Москве 30-х годов, да и вообще пьеса основана на другой пьесе все того же Булгакова, «Блаженство». Там герои успевают еще и в будущем побывать. Я должен взглянуть, док. Сейчас некогда, Марти, времени в обрез. Итак, мы имеем 3 фильма про Шурика, в каждом из которых у него разные девушки. Лида, Нина и Зина. Если бы он был султаном, сами знаете. Но, в принципе, ничего такого, люди встречаются и расстаются в конце концов. Однако вместе с девушками меняются и социальные роли Шурика. Сперва это студент-технарь, затем фольклорист и, наконец, ученый-инженер. Конечно, нет никаких причин, почему он не мог бы побывать в шкуре каждого, но это было бы слишком простым объяснением. А что если в каждом из фильмов представлены реально разные персонажи? Разные Шурики?
Что ж, представляю вам мультивселенную Шурика. 3 параллельных мира, 3 разные судьбы. 3... Нет, извините меня, но это тоже слишком простое объяснение. Трус, балбес и бывалый – весьма непростые персонажи. Их первое появление состоялось в фильме «Пес Барбос и необычный кросс», в котором они с помощью динамита хотели наловить побольше рыбы, но в итоге сами стали жертвами взрыва, разделившим их жизни на «до» и «после». В следующем фильме самогонщики, горе-браконьеры, чудом пережившие взрыв, снова здоровые и готовы к новым злоключениям. Однако они начинают замечать за собой пугающие странности. Трус получает способность телепортации, которую пока не в состоянии контролировать. Бывалый обнаруживает в себе нечеловеческую силу, теперь он с легкостью может поднимать массивные тяжести. А балбес и вовсе проходит сквозь дерево, словно какой-то призрак. Или не словно призрак. Все 3 трагически погибли во время взрыва в конце предыдущего фильма. На это нам недвусмысленно намекает играющий на фоне сцены похоронный марш. Однако траурное музыкальное сопровождение плавно перетекает в веселую беззаботную мелодию, словно ничего ужасного и не произошло. Должно было случиться чудо, чтобы трус, балбес и бывалый пережили взрыв такой мощности, да еще и обрели настолько аномальные способности. И чудо произошло. Сделка с дьяволом. Душа взамен на вечную жизнь. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Троица переродилась, но отныне вынуждена навеки быть в рабстве в руках тьмы. Посудите сами, во всех своих последующих появлениях они исполняют чужую волю. Кража со взломом, похищение человека. Даже в образе разбойников в бременских музыкантах трус, балбес и бывалый прислуживают воплощению зла – атаманше. Отныне они существуют вне времени и вне определенной вселенной лишь с одной задачей – служить тьме. Чтобы вы понимали, насколько страшная судьба сложилась у персонажей после сделки с дьяволом, в 2000-х им пришлось рекламировать пиво «Белый медведь». Однако сами они и не подозревают, что находятся во власти вышестоящего зла. В этом и кроется вся соль сделки с нечистыми силами. А теперь возвращаемся к Шурику. Демоническая троица сталкивается с нашим любимым очкариком во всех фильмах с его участием, кроме Ивана Васильевича. И эти встречи не случайны. Их реальная миссия – повлиять на создание машины времени. Но при чем здесь машина времени? И, кстати, зачем она вообще нужна самому Шурику? В фильме «Кавказская пленница» Шурик отправляется далеко в горы в качестве фольклориста в попытках отречься от своего прошлого. Любая деятельность, связанная с его специальностью инженера, заставляет вспоминать о политехе, студенчестве и, конечно, о своей первой любви – Лиде. Ему приходится много пить, чтобы хоть немного забыться, но от этого ему становится только хуже. Психика не выдерживает, Шурик даже в какой-то момент срывается и рыдает. И вот в его жизни появляется новое лицо – Нина. И новые пережитые приключения сближают героев. Казалось бы, вот он, подарок судьбы, возможность начать жизнь с чистого листа. Но прошлое его не отпускает. Довольно глупо было бы вот так упускать новую любовь, но никто не способен занять место Лиды в сердце Шурика. Ему чисто на моральном уровне сложно встречаться с кем-то новым, потому что для него это все равно, что изменять возлюбленной. Добавим к решению не вступать в новые отношения попытки смены обстановки и деятельности, а также пьянство и слезы, и перед нами вырисовывается мрачная картина. Подобным образом людям свойственно себя вести при столкновении с трагическим уходом из жизни близкого человека. Говоря другими словами, Лида умерла. У них с Шуриком было слишком мало времени. Проходят годы. Жизнь Шурика окончательно теряет краски и становится серой, о чем символизируют черно-белые сцены. Он снова занимается инженерным делом по своей изначальной специальности и находит себе жену Зину, как 2 капли воды, похожую на Лиду. Но это все равно не она. Вся квартира Шурика завешена портретами не то Зины, не то Лиды. В конце концов, Шурик постепенно окончательно теряет здравый рассудок и загорается безумной идеей вернуть свою единственную настоящую любовь, построив машину времени.
Фух, ну и закрутил. Но подождите, это еще не все. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Машина времени. Вам не кажется странным, что она выглядит практически как самогонный аппарат труса, балбеса и бывалого? Может, потому что это он по сути и есть, только в переработанном виде? Приспешники зла, сами того не зная, в фильме самогонщики строили именно портал между временем и пространством. И это не отсылка к тому, что если много выпить, то можно выпасть из временного континуума. Не забывайте, переродившись, трус, балбес и бывалый стали прихвостнями сатаны. Вполне возможно, что их руками силы тьмы планировали построить портал в ад и явиться на землю для свершения апокалипсиса. Никому не известно, что могло бы произойти, если бы тогда этот аппарат не остановил пес Барбос. К слову, крайне необычная собака, еще и говорящая. Вот так все. Очевидно, это животное – посланник сил добра. Если рассматривать всех собак в фильмах про Шурика как символ добра, то сцена с бульдогом приобретает новый контекст. Пес не пускал Лиду домой, чтобы уберечь ее. Утечка газа, пожар, могло случиться что угодно. Скорее всего, она погибла сразу, как только Шурик ушел тем вечером и как только часы пробили 12. Неспроста на них сделан такой акцент. А теперь вспомним, благодаря кому Лида все же попала к себе домой. Благодаря черной кошке. Символ зла и предвестник беды во многих культурах не один раз появлялся в фильмах Гайдая. И в Иване Васильевиче кошка также является действующим персонажем, демонстрируя настоящую черную магию. Сгинь, нечистая сила! Сгинь! 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 Пропади! Кошка постоянно ошивается возле машины времени, которая, как уже стало ясно, на самом деле является вратами в ад. Руками зла в самогонщиках открыть портал не вышло, поэтому силы тьмы задумали использовать для этой цели инженерный талант отчаявшегося Шурика. После провала труса, балбеса и бывалого с аппаратом, их задачей было повлиять на Шурика и ментально передать ему знания, необходимые для постройки машины времени. Бомбарбье! Киргуну! Что он сказал? Мордоворый! Кузал! Что он говорит? Зло подобралось очень близко к своей цели. Шурику только остается запустить инфернальный механизм, но это же Шурик, в душе он все тот же студент-неудачник. Во всем доме, как обычно, вырубило свет, пробки повылетали, апокалипсис в очередной раз отменяется. От мощного бабаха Шурик даже теряет сознание и видит красочный сон в прямом смысле этого слова. Во сне его бросает жена, изменив Шурику с режиссером, а у машины времени наконец происходит успешное тестирование. Это сон, продиктованный черной кошкой и, вероятно, демоном сновидений в облике Жоржа Милославского. Его персонаж способен изменять голос до неузнаваемости, также он часто рушит барьер, обращаясь напрямую к зрителю. Я очень настойчивая. Зло хочет внушить Шурику, что у него нет никаких шансов с Зиной, чтобы он еще сильнее загорелся своим проектом и продолжил работать над адским механизмом во что бы то ни стало. Я волнуюсь. Смелее, я здесь. Шурик приходит в себя. Зина возвращается с очередных кинопроб. Заботливая, любящая жена, переживающая за мужа. Никакого любовника нет и в помине не было. И, наконец-то, Шурик принимает свое настоящее. Упущенные возможности, досада, горечь – все зло остается в прошлом. Пора жить дальше. Ай да Гайдай, гений, ну! И это еще если не считать все библейские отсылки, которые он делал задолго до всяких Снайдеров. Гайдаевские фильмы с участием непутевого студента Шурика и троицы жуликов Труса, Балбеса и Бывалого заслуженно считаются классикой советской комедии и по сей день выдерживают проверку временем. Я пересматривал «Операцию И», «Кавказскую пленницу» и «Ивана Васильевича» десятки раз, и это кино до сих пор не надоедает. Более того, с каждым новым просмотром для меня всякий раз открывались ранее незамеченные детали, раскрывающие знакомое кино с неожиданной стороны. В качестве наглядного примера известный момент с фразой про... Стоп. Дежавю, я же это уже говорил в самом начале. Что за фигня?
Ладно, если вы досмотрели до сюда, то, во-первых, спасибо, не забудьте лайкосик влепить, а во-вторых, может, я что-то не доглядел, может, у вас есть на уме теории покруче, может, машина времени — это на самом деле биткоин-ферма для майнинга? Пишите в комментики, подписывайтесь на мои каналы и странички в соцсетях, и низкий вам поклон.